Ученые копали на Иден Прайм, нашли какой-то маяк. Видимо, протеанский. Что это такое? Там, вдалеке. Это корабль! Посмотрите, какой огромный! Не трогайте его! Это слишком опасно! Он знает секрет маяка. Маяк взорвался. Может быть, перегрузка системы. От взрыва вы потеряли сознание. Мы с лейтенантом перенесли вас на корабль. Я ценю это. А Сарен? Мы простим предательство Спектра, я требую вмешательства. Вы не можете ничего требовать от Совета, посол. Служба безопасности Цитадели изучает доказательства вины Сарана. Да люди выдвигают против меня ложное обвинение. Почему-то всякий раз в этом бываете замешаны вы. А это, похоже, протеже Андерсона, некто Шепард. Человек, приложивший все усилия, чтобы уничтожить протеанский маяк. Миссия на Иден Прайм была строго секретной. Если вы узнали о маяке, значит лично были там. Он Спектр, а это значит, что теоретически он неприкосновенен. Нам придется сначала разоблачить его. А как насчет Гарруса, того следователя из СБЦ? Мы видели, как он спорил с директором. Верно! Он просил дать ему больше времени для расследования. Похоже, он нащупал что-то, связанное с Сараном. И да, я кое-что знаю о Сарене. Подробностей не знаю, но серый посредник нанял кого-то, чтобы убрать его. Какого-то Крогана. Мне кажется, я его знаю. Его зовут Рекс. Да, думаю, это он. Я слышал, дружочек, он сейчас в СБЦ. Если поспешите, успеете поговорить с ним до того, как он покинет Академию. Удивительно, что Кроган хочет пообщаться с СБЦ. Весьма. Однако я сомневаюсь, что это его выбор.
что это было куплено здесь. Я не продаю эту модель. Это... Неужели? Это вы? Вы капитан Шепард, герой Иден Прайм. Черт, я так рад познакомиться с вами. Приятно познакомиться. А ты... Меня Конрад зовут. Конрад Вернер. Говорят, вы завалили больше сотни гетов на Иден Прайм. Большую часть времени я пытался выжить и помочь колонистам. Вы это, наверное, заняты еще как. Но, может, найдете минутку и дадите автограф? Для фаната ничего не жалко. Вот. Миллиард благодарностей. Классно-то как. Жена в таком восторге будет. Ну, не буду вас больше отвлекать. Как окажетесь на земле, угощу вас пивом. И не думайте отнекиваться. Ну и махина. Это ваше профессиональное мнение, сэр? Это не станция, а целый город. Тут, наверное, миллионы жителей. Невозможно отследить всякого, кто прилетает и улетает. Рядом с этим нулевой скачок — туалетная кабинка. А это ведь крупнейшая станция Альянса в дальнем космосе. Нулевой скачок штуковина не маленькая. Но тут совсем другой масштаб. Только посмотрите на лучи жилых секторов. Как такая масса не разлетается в разные стороны? Совет представляет больше раз, чем я мог подумать. Неудивительно, что они осторожно относятся к новичкам. Наверное, они хотят, чтобы все посыпалось. Не так просто добиться мирного сосуществования всех этих культур. А может, они просто не любят людей? Почему? У нас есть океаны, красивые женщины и чувство под названием любовь. Если верить старой рекламе, это все, что им нужно. Если ожидаете увидеть меня в блестящей мини-юбке и сапожках на каблуке, угостите ужином для начала. Сэр. Довольно, сержант. Вольно, лейтенант. В юбке я ее все равно не могу представить. Да уж, черта с два. Готов выдвигаться, сэр. В свете недавней атаки на Иден Прайм, многие колониальные инвесторы прекращают финансовую поддержку будущих проектов. Сторонники колонизации из расы людей настаивают на том, что Иден Прайм был единичным случаем. Однако количество желающих стать колонистами резко уменьшилось. Многие предложения о колонизации были заморожены в ожидании гарантий безопасности для поселений. На вас поступила жалоба из бара Фиста. Держитесь оттуда подальше. Не надо командовать. Рекс, это последнее предупреждение. Предупреждай Фиста, и я убью его. Хотите, чтобы я вас арестовал? Ну давай, попробуй. Ну хватит, проваливайте. Что, пупсик? Я пытаюсь разобраться с Сареном. Барлавон посоветовал поговорить с вами. Барлавон не дурак. Мы с вами можем договориться. Просветите меня. Меня наняли убрать хозяина логова Кора, некоего Фиста. Он немножко ошибся. Что он сделал? Он кинул серого посредника. На цитадель прилетела кварианка. От кого-то она там прячется или что-то вроде. И хотела получить убежище в обмен на информацию, поэтому она пошла к Фисту. Он обещал ей встречу с серым посредником, а сам связался с Сареном. Каким образом Сарен причастен к этому? У кварианки есть информация по связи Сарена с гетами. Он отвалил за нее Фисту приличную сумму.
Если мы получим эту информацию, мы сможем доказать, что Саран предатель. Совету придется нас выслушать. Где сейчас Кварианка? Судя по всему, она все еще у Фиста. Где-то в клубе. Поможете мне грохнуть Фиста, и она ваша. Расскажите мне поподробнее о своем работодателе. Рассказывать-то особо нечего. Я получил зашифрованное послание с заданием. Вот и все. Стандартная процедура. А как же тот турианец, Гарус? Он тоже хочет разобраться с Сараном? Он может нам пригодиться. Он был здесь только что. Сказал, мол, в расследовании появились какие-то зацепки. Хотел поговорить с доктором в клинике. Выходим. Я никому не говорила, клянусь! Очень разумно с твоей стороны. Если Гарус объявится, веди себя хорошо. Держи рот на замке. Кто вы? Отпусти. Как раз вовремя, Шепард. Я поймал ублюдка в прицел. О чем вы думали? Вы могли попасть в заложницу. Думать некогда было, я просто отреагировал. Я не хотел... Доктор Мишель, вы не ранены? Нет, я в порядке, благодаря вам, всем вам. Эти люди угрожали вам. Если вы скажете нам, на кого они работают, мы защитим вас. Они работают на Фиста. Они хотели заставить меня замолчать, чтобы я не сказала Гарусу о Кварианке. Рекс говорил нам о ней, капитан. Наверное, у нее есть доказательства связи Сарана с гетами. Совет не сможет закрыть на это глаза. Пора нанести визит Фисту. Это ваша игра, Шепард. Но я хочу наказать Сарана не меньше. Я иду с вами. Вы турианец. Почему вы хотите избавиться от него? Я не смог доказать это в своем расследовании. Но я знал, что происходит на самом деле. Саран предал Совет. Он позорит нашу расу. Добро пожаловать на борт, Гарус. Фист будет нас ждать. Если мы собираемся наносить удар, нужно сделать это как следует. Похоже, клуб закрыт. Фист ждет нас. Подожди! Не убивай меня! Я сдаюсь! Где Кварианка? Нет ее здесь! Не знаю, где она! Я говорю правду! Он лжет. У тебя есть 3 секунды, чтобы сказать правду. Потом я начну стрелять. Кварианки нету здесь! Заявила, что будет говорить только с серым посредником! Тет-а-тет! Невозможно. Серый посредник работает только через агентов. Не
Никто не видел этого серого черта! Никогда! Даже я не знаю, кто он. Но она-то этого не знала. Я ей пообещал ей устроить встречу. Но когда она объявится там, ее будут поджидать люди Сарана. Говори где. Быстро. Да тут, в жилых секторах. Переулок за рынками. Она встречается с ним прямо сейчас. Если поторопишься, успеешь. Мне что, просто забыть, что ты сделал? Эй, я же честно все рассказал. Про встречу эту. У меня теперь тоже полно проблем. Серый посредник хочет избавиться от меня. Мне нужно исчезнуть. Забудь обо мне. Я призрак. Разбирайся сам со своими проблемами. Не беспокойся. Больше ты меня не увидишь. Принесли? Где серый посредник? Где Фист? Сейчас будут. Где доказательства? Так не пойдет, сделка отменяется. Меня. Я знала, что ему не следует доверять. Вас не ранили во время перестрелки? Я могу и сама себе позаботиться. Но за помощь спасибо. Кто вы? Меня зовут Шепард. Я ищу доказательства того, что Сарен предатель. Тогда мне нужно отплатить вам за то, что спасли мне жизнь. Нужно уйти в безопасное место. В кабинет посла. Там безопасно. И он уж точно захочет на это посмотреть. Вы усложняете мне жизнь, Шепард. Перестрелка в жилых секторах. Масштабная операция по нападению на логово Коры. Вы хоть представляете, кто это? Кварианка? Вы что задумали, Шепард? Хорошие новости, посол. У нее есть доказательства того, что Сарен связан с геттами. Это правда? Может, вы начнете с самого начала, мисс? Меня зовут Тали. Тали Зора Нарайя. Кварианцы здесь бывают нечасто. Почему вы покинули флотилию? Я отправилась в паломничество. Это ритуал вступления в совершеннолетие. Я никогда не слышал об этом. Это традиция моего народа. Когда мы достигаем зрелости, мы покидаем родной корабль. Мы в одиночку отправляемся в путешествие, а возвращаемся во флотилию, когда находим что-нибудь ценное. Так мы доказываем свое право вступить в совершеннолетие. А что вы ищете? Это могут быть ресурсы, например, пища или топливо, или полезная технология, или какая-нибудь информация, которая поможет облегчить жизнь флотилии. Паломничество – это доказательство того, что мы будем приносить пользу обществу, а не просто потреблять ресурсы, количество которых у нас ограничено. Расскажите, что вы нашли. Во время своего путешествия я слышала сообщения о появлении геттов. С тех пор, как гетты стали причиной изгнания нашей расы, они никогда не пересекали границу Вуали. Мне показалось это любопытным. Я последовала за одним из патрулей геттов на неисследованную планету. Дождалась, когда один из них отстанет от своей группы, а потом отключила его и вынула модуль памяти. Я думал, в момент смерти гетто его модуль сгорает. Что-то типа защитного механизма. Как вам удалось сохранить модуль памяти? Мой народ создал геттов. Если действовать быстро и аккуратно, вам может повезти, и небольшие фрагменты данных удастся сохранить. Большая часть данных была уничтожена, но мне удалось вытащить кое-какие звуковые дорожки. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм.
Маяк на шаг приблизил нас к каналу. Это голос Сарана. Это подтверждает его причастность к нападению. Он сказал, что после Иден Прайм они приблизились на шаг к каналу. Что это значит? Канал каким-то образом связан с маяком. Возможно, это одна из протеанских технологий. Что-то типа оружия. Подождите, это не все. Саран работал не один. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. И на шаг приблизил возвращение пожинателей. Я не узнаю второй голос, который говорит про пожинателей. Это какая-то новая раса? Согласно данным модуля памяти, пожинатели – высокоразвитая раса машин, существовавшая 50 тысяч лет назад. Пожинатели полностью истребили протеан, после чего исчезли. Так, по крайней мере, считают гетты. Звучит каким-то неубедительным образом. Видение на Иден Прайм. Теперь я понимаю их смысл. Я видел, как протеан уничтожили пожинатели. Гетты считают пожинателей богами, вершиной неорганической жизни. И они полагают, что Саран знает, как вернуть пожинателей. О, совет придет в восторг. Такие новости сложно переварить. Они могут проигнорировать все, что мы им скажем. Неважно, что они подумают насчет всего остального, эти аудиофайлы однозначно доказывают предательство Сарана. Капитан прав. Мы должны сообщить об этом совету незамедлительно. А что насчет нее? Насчет кварианки? Меня зовут Тали. Капитан, вы видели, на что я способна? Разрешите мне пойти с вами? Вы же сказали, что находитесь в паломничестве. Паломничество говорит о нашем желании посвятить себя общему благу. Кем я буду, если откажусь от этого? Саран — это угроза для всей галактики. Паломничество может подождать. Я приму любую помощь. Спасибо. Вы не пожалеете об этом. Мы с Андерсоном подготовим сообщение для совета. Таким нехитрым образом у вас есть несколько минут на подготовку. Встречаемся в башне. Извините, капитан Шепард, у вас не найдется для меня минутки времени? Капитан Шепард? Меня зовут Самиш Батия. Извините за навязчивость, но мне больше не к кому обратиться. Без проблем. Чем могу помочь? Моя жена служила в космической пехоте. В 212-м подразделении на Иден Прайм. Подождите-ка, в 212-м? Не Рали Батия, сержант Эшли Уильямс. Я служила с ней в одном подразделении. Сержант Уильямс. Приятно познакомиться. Нерали говорила о вас с большим уважением. Приношу свои соболезнования, мистер Батия. У вас была замечательная жена. Чем мы можем вам помочь? Я отправил запрос на возврат тела для кремации. Но военные мне отказали. Чем был вызван отказ? Должна быть какая-то причина. Я не знаю. Все, что я знаю, это то, что тело моей жены невозможно вернуть домой. Они не могут просто так удерживать тело вашей жены. Ждите здесь. Моим делом занимается мистер Боскер. Последний раз я его видел в том дорогом баре. Спасибо, что уделили мне время. Я хочу достойно похоронить мою жену и оказать ей соответствующие почести. Боже мой, вы капитан Шепард. О ваших подвигах говорит весь дипкорпус. Я могу вам чем-то помочь? Да. У человека по имени Самиш Батия проблемы. Ему не выдают тело его жены. Ах да, мистер Батия. Хороший человек, которому сейчас нелегко. Мне так жаль, что я не могу ему помочь. Нерали Батия погибла на Иден Прайм. Думаю, мистер Батия сказал вам об этом. Раны на ее теле вызваны неизвестным нам видом оружия, поэтому мы пока не выдаем ее тело. Вы думаете, что ее тело может быть опасно или заражено? Нет, капитан. Нерали Батия не опасна. Ее тело представляет большой интерес для Альянса. Эти исследования помогут нам разработать лучшие защитные системы против геттов. Поймите, Батия после смерти может спасти больше людей, чем спасла при жизни. У вас наверняка много тел. Думаю, вы вполне можете отдать одно из них. Повреждения от данного типа оружия есть на очень немногих телах,
А еще меньшее количество находится в состоянии, пригодном для изучения. Помимо этого, капитан, нам нужно как можно больше тел, чтобы выборка была показательной. И много времени займут эти исследования? Это долгосрочные исследования. Я бы не ждал результатов ранее, чем через год. И когда эти исследования позволят разработать новые технологии? Если нам повезет, мы сможем использовать технологии на практике уже через пару лет. Я понимаю, что вы пытаетесь сделать, но вы не имеете права удерживать ее тело. Капитан, вы, как никто другой, должны понимать, что нам приходится идти на жертвы ради спасения человечества. Пытаясь спасти человечество, вы забываете о человечности. Я заставлю вас вспомнить о ней. Ладно, капитан. Вы победили. Мне было сложно отказать мистеру Батти. Я не стану рисковать, отказывая еще и вам. Скажите Самишу, что тело будет отправлено на Землю. Я сам за всем прослежу. Здравствуйте еще раз, капитан. Есть новости? Я напомнил мистеру Боскеру, за что мы сражаемся. Вашу жену скоро доставят домой. Спасибо. Мне нужно возвращаться домой, чтобы все подготовить. Это не принесло мне радости, но теперь я буду спокоен. До свидания, капитан. Самиш? Не знаю, поможет ли это, но ваша жена, Нирали, она очень вас любила. Она скучала по вашей стряпне и каждый день перед сном смотрела видеозаписи с вами. Я знаю, мисс Уильямс, но все равно спасибо. Очень приятно снова это услышать. Ходят слухи, что вы не сидели без дела. Поздравляю с победой над Фистом. Я была уверена, что он связан с мафией. Вы нашли что-нибудь в его офисе, что в идеале могло бы мне помочь? На этих ОНД может быть информация, которая вам нужна. У вас данные Фиста? Я даже не надеялась на такое. Прелесть. Вот, возьмите, капитан, за ваши труды. Что скажете насчет дальнейшего сотрудничества? Хотите взять интервью по завершении моего расследования? Эксклюзивное? Я получу самые последние новости из первых рук? Это было бы прелестно. Я готова уже сейчас выплатить вам часть будущего гонорара. Вот, возьмите. А теперь извините меня, мне не терпится посмотреть содержимое этих дисков. Ха, посмотрим на этих советников, когда предъявим им улики, с которыми они не поспорят. Надеюсь, еще не слишком поздно. Все это время, пока мы охотились за уликами, Саран творил, что хотел. Пойдемте. Удина демонстрирует Совету доказательства, полученную Кварианке. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. И на шаг приблизил возвращение пожинателей. Вам нужно было доказательство? Вот оно. Ваше доказательство неопровержимо. Сарен будет лишен статуса спектра. Нами также будут предприняты все меры, необходимые для того, чтобы призвать его к ответу за его преступление. Я узнаю второй голос на этой записи. Он принадлежит матриарху Бенезии. Кто это? Матриархи — это азари на последней стадии своей жизни. Их уважают за мудрость и опыт. Они служат учителями и вождями моего народа. Матриарх Бенезии очень сильный биотик, и у нее много последователей. Для Сарана это могущественный союзник. Меня больше беспокоят пожинатели. Что вы знаете о них? Только то, что удалось восстановить из памяти Гетта.
Пожинатели — древняя раса машин. Они уничтожили протеан, а затем исчезли сами. Гетты верят, что пожинатели боги, а Сарен — пророк их возвращения. Нам кажется, что канал — это ключ к их возвращению. Сарен ищет его. Вот почему он напал на Иден Прайм. А нам известно, что такое канал? Сарен полагает, что с его помощью можно вернуть пожинателей. И это плохие новости. Вы понимаете, что говорите? Сарен хочет вернуть машины, которые уничтожили жизнь в галактике. Невероятно! Невозможно! И куда исчезли пожинатели? Почему они исчезли? Почему мы не нашли следов их существования? Если они реальны, то мы должны были обнаружить хоть что-то. Я предупреждал вас о Сарене, а вы отказались взглянуть правде в глаза. Не повторяйте ошибки. Это другой случай. Вы доказали, что Сарен предал Совет. Все мы согласны с тем, что он использует геттов в поисках канала. Но мы не знаем, почему. Очевидно, что пожинатели — это миф, капитан. Удобная ложь для прикрытия истинных мотивов Сарена. Легенда, которую он использует для того, чтобы привлечь геттов на свою сторону. 50 тысяч лет назад пожинатели уничтожили всю цивилизацию в галактике. Если Сарен найдет канал, это повторится. Сарен — предатель, который спасается бегством. У него уже нет ни прав, ни возможностей Спектра. Совет лишил его всех полномочий. Но этого недостаточно. Вы же отлично знаете, что он прячется где-то в Траверсе. Вот и пошлите туда свой флот. Флот не может атаковать одно единственное существо. Флот Цитадели может оцепить весь регион. Это помешает геттам нападать на наши колонии. Но это может привести к войне с системами Термина. Мы не можем ввязываться в галактическую конфронтацию из-за пары десятков человеческих колоний. Вы игнорируете каждую нашу просьбу о помощи. Я согласен с капитаном. Я уже устал от этого совета и от всей античеловеческой... Посол, возможен другой вариант. Есть способ остановить Сарена, но без флота или армии. Нет, еще слишком рано. Человечество не готово нести ответственность спектров. Вам не придется посылать флот в Траверс, а посол получит спектра человека. Все выигрывают. Капитан Шепард, сделайте шаг вперед. Решением Совета вы наделяетесь всеми полномочиями и привилегиями члена специального корпуса тактической разведки Цитадели. Спектров не тренируют, их выбирают. Они закалены в боях и в выполнении особых поручений. Своими поступками они ставят себя превыше всех званий и должностей. Спектры — это идеал, это символ, воплощение смелости, целеустремленности и самоотдачи. Они правая рука Совета, инструмент нашей воли. Спектры несут тяжелое бремя. Они защитники мира в галактике. Они наша первая и последняя линии обороны. Безопасность галактики в их руках. Вы первый спектр-человек, капитан. Это великое достижение как для вас, так и для всей вашей расы. Это большая честь для меня, советник. Мы посылаем вас в Траверс за Сареном. Он скрывается от правосудия. Поэтому вы уполномочены использовать все средства для его ареста или устранения. Вы знаете, где мне его искать?
мы отошлем всю имеющуюся информацию послу Удине. Заседание Совета закрыто. Поздравляю, капитан. Нам предстоит много сделать, Шепард. Вам понадобится корабль, команда, оборудование. А еще будет вам доступ к специальному снаряжению и тренировкам. Отправляйтесь в Академию СБЦ и поговорите с интендантом. Андерсон, пойдемте со мной. Мне понадобится ваша помощь в этом вопросе. Посол вам даже спасибо не сказал. Я не нашел Сарена, а это значит, что я ничего еще не сделал. Идемте. После вас, капитан. Нет, я хочу поговорить с одним из помощников членов Совета. Поздравляю вас с назначением на должность Спектра, капитан. Уверен, вы справитесь с обязанностями. Извините, мы, кажется, не знакомы. Я адмирал Кококу. Давно пора было получить своего Спектра в Альянсе. Нам нужны такие люди, как вы, чтобы разобраться с нашими проблемами. Что-то не так, адмирал? Меня раздражают все эти конторские крысы. Толку от них никакого. Может, вы поможете мне, Шепард? Одна из моих разведывательных групп обнаружила странную активность в Траверсе. Вчера связь с группой прервалась, а я не могу получить разрешение на их поиски. Неожиданно вся эта зона стала закрытой. Но к вам это неприменимо, Шепард. Спектры могут летать где им угодно. Вы бы могли узнать, куда пропала моя группа. Я постараюсь найти их, адмирал. Благодарю вас, капитан. А то я просто не знал, что делать. Постараюсь сделать что-нибудь здесь, по официальным каналам. Но особо надеяться не стоит. Я загружу на ваш корабль информацию о том, где в последний раз видели мою группу. Может, вы найдете ее. Я же уже говорил, вам нельзя здесь находиться. Этот Ханар ничего слушать не хочет. Почему он не может вести себя как законопослушный гражданин? Он нарушает закон? Я пытаюсь убедить этого Ханара, что он может молоть свою чушь, если купит разрешение на проповедь. Если Ханар купит разрешение, он сможет читать проповеди? Нет. Зарегистрированные проповедники должны подчиняться правилам. Они могут читать проповеди только в специальных районах. В случае нарушения этих правил, разрешение аннулируется. С какой целью были введены ограничения на проповеди? Регистрация проповедников через покупку разрешений позволяет отсеять нежелательных особ. Это сделано в целях безопасности станции. Цитадель имеет слишком большое значение. Еще не хватало, чтобы здесь начались религиозные войны. Почему бы вам просто не арестовать Ханара? Я мог бы арестовать Медузу, но мое начальство настаивает на том, чтобы я нашел способ избежать ссоры с Ханаром. Ханары начинают заявлять о себе, когда чувствуют, что кто-то попирает их религиозные права. Если хотите, я могу поговорить с Ханаром. Я уже полдня потратил на эту упертую Медузу. Можете, конечно, попытаться, если вам так хочется. Человека интересуют вдохновители, или он помогает достопочтенному офицеру СБЦ? Вы так собираетесь донести истину вдохновителей до других? Истину вдохновителей должны узнать. Они дали Ханарам возможность говорить и подарили Вселенной ретрансляторы. Проповедник просто хочет поделиться истиной с любым слушателем. Он не собирается причинять неприятности. Разве вдохновители хотели, чтобы вы так использовали дарованный вам разум? Вдохновители хотели донести свое послание до всех разумных рас. Вряд ли вдохновители хотели, чтобы тот, кто будет доставлять их послание, нарушал закон. Проповедник видит мудрость в словах человека. Наверное, рвение стало причиной помутнения разума. Проповедник покидает президиум и никогда больше сюда не вернется. Я вижу, Ханар ушел. Спасибо.
рад вам помочь. Вот, возьмите. Это за вашу помощь. А сейчас прошу меня извинить, мне нужно отчитаться перед начальством. Эти медикаменты нужны мне для клиники. Я не могу. Все вы можете, иначе ваш секрет быстро раскроют. Не разочаровывайте меня, доктор. О, капитан Шепард, я не видела, как вы вошли. Каждый раз, как я сюда прихожу, вам кто-нибудь угрожает. Кто это был? Люди из моего прошлого. Я сама разберусь с этим. Может, я могу помочь вам? Предыдущий работодатель уволил меня за то, что я бесплатно отдавала лекарства клиникам. Мне не предъявили обвинений, просто попросили уйти без лишнего шума. Но кто-то узнал об этом и теперь шантажирует меня. Мне придется выполнить их требования. Если станет известно о моем прошлом, я могу потерять лицензию. Мою клинику закроют. Может, я могу чем-то помочь? Расскажите, чего они хотят? Я должна отдать кое-какие медикаменты торговцу в районе рынков. Мне нужно сделать это сегодня. Скажите, кто контактное лицо? Я разберусь с ним, кем бы он ни был. Разберетесь с ним? Но ведь тогда они расскажут о моем прошлом. Я позабочусь о том, чтобы они никому не рассказали. Мне сказали поговорить с торговцем по имени Морлан в районе рынков. Я очень вам признательна, капитан. Спасибо. Не беспокойтесь, я разберусь с этим. Удачи, капитан. Берегите себя. Привет! Добро пожаловать в знаменитый магазин Морлана. Нужна хорошая экипировка, да? Вам должны были доставить груз медикаментов. Но мне сказали, доктор их принесет. Планы изменились. Изменились? Но, доктор, я не... человек, так быть не должно. Заткнись, Морлан. Я говорил Бэйнсу, что ты облажаешься. Что здесь, черт возьми, происходит? Кто вы? Оставь доктора в покое. Принесите мне лекарства и покончим с этим. Иначе я начну рассказывать людям маленький секрет доктора. От доктора ты ничего не добьешься. Без драки вы меня не возьмете. Да уж, теперь здесь точно все переменится. Оно и к лучшему. Злющий он был. Никому житья не давал. Что тебе известно о Бэйнсе? Я никогда не видел его, человек. Я работал только с тем, который разговаривал с доктором. До свидания. Да, ну тогда ладно. Всего тебе хорошего, человек. Капитан, как все прошло? Он больше не будет вас беспокоить. Правда? Просто гора с плеч, капитан. Спасибо. Я не могу заплатить вам за помощь, но я могу сделать вам хорошую скидку. Бандит сказал, что работает на человека по фамилии Бэйнс. Вам знакома эта фамилия? Бэйнс. Неужели он имел в виду Армистана Бэйнса? Мы работали вместе очень давно. Что вы можете рассказать о нем? Я слышала, что Альянс нанял его для проведения каких-то исследований в Траверсе. Как думаете, капитан Андерсон его знает? Посмотрим, что нам скажет капитан. Я бы с удовольствием рассказала вам больше.